Приветствую вас на своем канале. С вами Наталья. Сегодня приготовим пирожное картошка, одно из самых узнаваемых и любимых десертов, которое стало настоящей кондитерской легендой. В советских кондитерских картошку готовили по строгому ГОСТу. Сегодня приготовьте вместе с нами именно такой вариант. Не упрощенный, не из печенья, а настоящий, из бисквита с масляным кремом и тем самым вкусом, который помнят с детства. Приготовьте бисквит. Возьмите яйца комнатной температуры, добавьте щепотку соли, добавьте сахар и ванильный сахар. Взбивайте яйца с сахаром до пышной, светлой и устойчивой массы. Работайте миксером не меньше 10-12 минут. Добейтесь состояния, когда масса медленно стекает лентой. Просейте муку и аккуратно вмешайте ее лопаткой движениями снизу вверх. Сохраните максимальное количество воздуха. Переложите тесто на противень, застеленный пергаментом, разровняйте слой и выпекайте при температуре 200 градусов около 12 минут. Не пересушивайте. Подробно, как я готовлю аналогичный бисквит, смотрите в моем видео «Советский рулет с яблочным повидлом». Достаньте бисквит из духовки, полностью остудите его. Переверните на другой пергамент. Аккуратно снимите пергамент, на который он выпекался. За счет того, что я в этот раз пергамент смазала сливочным маслом, он достаточно хорошо отошел от бисквита. Оставьте бисквит при комнатной температуре на 8-12 часов, чтобы он слегка подсох. Также его можно подсушить в духовке 15-20 минут при температуре 170 градусов. Поломайте подсушенный бисквит на кусочки. У меня бисквит пролежал ночь. Далее измельчите его в мелкую равномерную крошку. Следите, чтобы не было крупных фрагментов. Переложите крошку в большую миску. У меня получилось 325 граммов крошки. Приготовьте крем. Взбейте мягкое сливочное масло до светлого и пышного состояния. Добавляйте сгущенное молоко комнатной температуры небольшими порциями. Продолжайте взбивать после каждого добавления. Отложите немного крема для украшения. Буквально 1 чайную ложку. Влейте коньяк или ром по желанию. Всыпьте какао-порошок. Объедините крем. Обратите внимание, крем должен быть плотным, стабильным и гладким, не жидким и не рыхлым. Крем со сгущенкой – более домашний, упрощенный вариант. Классические варианты для картошки – это крем шарлотт, масло плюс заварная основа – это самый ГОСТовский крем, и масло плюс сахарная пудра плюс сгущенное молоко – это более сухой вариант. Добавляйте крем к бисквитной крошке частями. Перемешайте при помощи ложки, лопатки или миксера. Я использую миксер с другими насадками. Масса должна держать форму и не липнуть к рукам. Уберите массу в холодильник на 20 минут. Дайте ей стабилизироваться. Сформируйте пирожные в форме картофеля. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 12 пирожных, каждое весом по 55 граммов. Интересный факт: картошка – одно из немногих пирожных, где неровная форма раньше считалась преимуществом, а не браком.
Обваляйте каждое пирожное в смеси какао и сахарной пудры. Обсыпку можно делать в 2 слоя. Сделайте углубление трубочкой или палочкой и отсадите характерные глазки, после чего уберите в холодильник минимум на 2-3 часа, а лучше оставьте на ночь. За это время вкус станет глубже, текстура плотнее, а аромат насыщеннее. Если вы готовите картошку к празднику, то перед подачей разложите в бумажные формочки для маффинов. Подавайте пирожные с чаем или кофе и наслаждайтесь настоящей классикой. От всей души рекомендую. Друзья, всю информацию о рецепте вы найдете в инфобоксе под видео. Дополнительная информация в записи сообщества. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если картошка понравилась. Ну а я говорю вам до свидания, до новых встреч и, конечно же, увидимся!